послала Rev.Schanker быть здесь, в России, и поделиться тем опытом и жизни в вере, и благословения, и особенно отношениями с истинными родителями, с истинной семьей, что очень-очень важно для нашего молодого относительно движения здесь, в России. Не буду больше говорить. Давайте от всего сердца поприветствуем Rev.Schanker и вдохновим его на сегодняшний день. Можно встать, давайте стоя поприветствуем. Thank you. I love you too. Перевод не нужен. Thank you. Welcome this morning, everyone. How are you? Что ж, добро пожаловать всем сегодня утром. Как вы себя чувствуете? So many new faces. I'm sorry that you weren't able to be with us for the topics we discussed yesterday. Так много новых лиц. Я очень сожалею, что вы не смогли присутствовать вчера во время наших лекций. We talked about building Chanilguk and becoming its citizens. Мы говорили о строительстве Чонильгук и становлении гражданами Чонильгук. And that building Chanilguk starts within myself, in the oneness of my own mind and body. Строительство Чонильгук начинается с меня самого, с объединения моих души и тела. You are the Messiah of that providence. И вы являетесь мессией вот этого провидения. And then oneness between husband and wife, which we'll talk more about today. Также необходимо единство мужа и жены, об этом мы подробно поговорим сегодня. You are the Messiah of that providence, and you have a Messiah for that providence. Вы тоже являетесь мессией в этом провидении, и более того, у вас есть мессия для этого провидения. Your spouse is your Messiah. Ваша вторая половина является вашим мессией. I used to think that God will match and bless you with the person who will challenge you in the deepest way so you can become your true self. Я очень желаю, чтобы Бог помолвил вас с человеком, который бросит вам самый трудный вызов, который прям до самого нутра вас проймет, вот, чтобы вы смогли измениться самым лучшим образом. In other words, all the issues in you that prevent you from becoming your true self. То есть все вот вопросы, которые мешают вам стать вашим истинным «я». That God will match you with someone that will challenge all those issues. Вот есть такие моменты, да, поэтому Бог помолвит вас как раз с таким человеком, который вот все вот эти вот моменты, всем вот этим моментам бросит вызов. Did they teach you that way? Were you taught that way also? Вас вот учили таким образом? So you don't want to struggle with anyone too much in the center because you'll be married to someone just like them. И вы не хотите ни с кем иметь проблем в центре, потому что вас помолвят с человеком вот таким же, как и в центре. Right? Да? So I don't believe that anymore. Но я вот не верю в это. I believe that whomever you're matched to, all those issues in you, from your emotional past and your ancestors and those issues in you, they will all come out with whomever you're matched to. Но я считаю, что с кем бы вас ни помолвили, вот все проблемы, которые вы унаследовали от прошлого и которые приобрели в своем прошлом, они так или иначе всплывут, и вам придется с ними столкнуться. Then yesterday, in order to understand our course to realize Chanilguk in myself, my family, and in my environment. И поэтому для того, чтобы нам понять мой собственный путь внутри себя, в нашей семье, в нашем окружении, we then looked at Father's course to establish 8 stages of victory and offer that foundation back to God. Нам необходимо посмотреть на путь истинного Отца, которым он прошел, чтобы восстановить 8 стадий, и которые он принес в конечном итоге Богу. So that heaven could have a handle, a foundation to begin to expand God's original ideal on the earth substantially. И на основе этого пути у Бога появилось основание, на котором он может стоять, за которое может зацепиться, чтобы расширять свое владычество и благословение здесь, на земле. And we tried to put Father's life course in a framework to understand 8 stages of victory. И мы
рассматривали путь истинного Отца, чтобы понять вот эти 8 стадий, на которых Отец одержал победу. And we talked about the significance of this 12-year period of the Chun-Il-guk era. И также мы говорили о важности и значении 12-летнего пути в эпохи Чон-Il-гук. So if you missed those, they're all on videotape. I hope you'll have a chance to study them. Если вам не удалось посмотреть эти лекции, то они все записаны на видео, и, пожалуйста, посмотрите их в другое время. Then especially we talked about True Families course and many aspects that I think a lot of members in Russia may not know. И также мы говорили о пути истинной семьи и подняли многие вопросы, которые, я уверен, многие братья и сестры в России не знают. We've been learning these things from True Children over the last few months, and I just received permission to begin sharing them with others. И вот все это мы узнали от истинных детей на протяжении последних буквально вот нескольких месяцев. И вот совсем недавно я получил разрешение, чтобы поделиться этим с вами. So we were right in the middle of a heavy story last night. Поэтому вчера мы остановились как раз вот в середине очень такой тяжелой, печальной истории. And I said we would begin with questions and answers this morning, but there are so many people here new. I want to start with content. Я вчера вам пообещал, что мы начнем с вопросов и ответов, но сегодня здесь собралось очень много новых людей, поэтому мы все-таки начнем с лекции. And also the questions that were given to me this morning from the internet are all blessing and absolute sex related, and I want to cover those in the next session. И также вот вопросы, которые мне сегодня передали, которые мы получили через интернет, они связаны в основном с благословением, поэтому я отвечу на них во время второй презентации. And there was something else. Anyway, we'll go ahead. Ну, давайте начнем. So yesterday we were talking about True Families course. Так, вчера мы говорили о пути истинной семьи. We can see a pattern in the providence of restoration. Мы видим определенный шаблон в пути восстановления. God intended to dwell on earth in and through Adam and Eve as his children, as his body. Бог намеревался пребывать на земле в Адаме и Еве, или посредством Адама и Евы, и будучи, считая их своим телом. But the one who should have raised Adam and Eve to maturity and then inherited the blessing through them once they reach perfection. И архангел — это то существо, которое должно было помогать Адаму и Еве расти до совершенства, и потом, после того, как Адам и Ева достигнут совершенства, он должен был унаследовать благословение от них. Instead, felt less love and sought to dominate love by drawing Adam and Eve to himself. Но архангел почувствовал недостаток любви, и вместо того, чтобы помогать им расти, он втянул их в взаимоотношения ложной любви. Let me ask everyone to please turn off your cell phone. Please do that for me. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны. We Пожалуйста. have lots of break time during the day. У нас Please будет make sure to много turn them off. перерывов в течение дня, поэтому, пожалуйста, выключите телефоны. Unless, of course, you're expecting a call from true parents. Конечно, если вы не ожидаете звонка от истинных родителей. That's more important. Это более важно. The angel couldn't simply kill Adam, but instead, by drawing Adam and Eve to betray God, God had to allow that. Архангел не мог вот взять и убить Адама. Вместо этого он втянул их в непринципиальные взаимоотношения и подтолкнул на то, чтобы они предали Бога. And so, following this pattern of the first Adam, we see over and over and over again 3 sons following a particular course. И вот как бы повторяя вот этот путь, по которому было совершено грехопадение, мы видим, как 3 сыновей все время шли определенным путем. The first son having to restore that betrayal of the first Adam becomes often the one who betrays God. И вот первый сын, который должен был восстановить предательство Бога, сам оказывался на таком положении, что сам предавал Бога. God doesn't want
these things to happen, but cannot intervene without undermining the value of who his children are. Бог не хочет и никогда не хотел, чтобы это происходило. Но Бог также и не вмешивается в ответственность каждого человека. In Adam's family, the elder betrayed, the second son became a sacrifice, and the third son inherited the role of the second. Итак, в семье Адама первый сын предал Бога. В результате этого второй сын стал жертвой. И поэтому третий сын унаследовал миссию второго сына. In restoration, God's true love is expressed as sacrificial love. В пути восстановления Божья истинная любовь выражается как через жертвенную любовь. It is the only weapon by which God can pursue restoration. Это единственное оружие, с помощью которого Бог может осуществить восстановление. Through a sacrifice of love, Satan's resentment, Satan's accusation, Satan's control is liquidated, is eliminated. Путем жертвенной любви сатанинские обвинения, сатанинский контроль, сатанинские притязания ликвидируются. We see the same pattern again in Adam, who betrayed God, Noah, who was faithful but became a sacrifice in the sense that could not build the foundation for the kingdom. И вот мы видим, что Адам предал Бога, Ной стал приношением в том смысле, что, несмотря на то, что он не имел веру в Бога, не смог сделать приношение Богу. And Abraham, who inherited Noah's foundation of faith, Satan, having been appeased, or because of Noah's sacrifice, Satan couldn't immediately destroy Abraham. Abraham became victorious. И Авраам унаследовал основание веры, заложенное Ноем, и поэтому у сатаны не было прямых условий сразу же разрушить или уничтожить Авраама. But Abraham didn't become victorious on the first try. He faltered and betrayed or fell short. Isaac was faithful but became a sacrifice, and Jacob accomplished the victory. Но Авраам не смог с первой попытки осуществить свою миссию. Он потерпел неудачу, поэтому в определенном смысле предал Бога. Поэтому Исаак стал приношением, и его миссию Исаака унаследовал Яков. This is not predestined. It's not automatic that the elder is going to fail, that the second will be sacrificed and the third will inherit. But as long as Satan continues to intervene, as long as there's a condition, it will follow this pattern. Вот этот путь, он не предопределен. Это не значит, что предопределено, что первый сын предаст Бога, второй сын обязательно станет приношением, и третий унаследует. Это не предопределено. Но покуда у сатаны есть условия для вторжения, сатана будет вторгаться и будет делать все возможное, чтобы происходило именно так. We see the same thing in the providence of true family. И мы видим подобную картину в семье, в истинной семье. Why? Because restoration is accomplished not by inspiration, speeches, or conditions alone, but it is accomplished through indemnity. Почему? Потому что восстановление осуществляется не только через речи, через вдохновение, и не только посредством условий одних, но также восстановление осуществляется посредством искупления. Indemnity means to reverse what was done wrong. You can't reverse it unless you experience it, unless it's there, unless it's right in the midst of you and you have to overcome it. That's the only way the true family can be victorious. И что значит искупление? Искупление – это обращение того порядка, по которому была совершена ошибка. Это означает, что тот человек, который должен обратить ошибку, должен сам оказаться в той ситуации, должен сам все это почувствовать, всю эту тяжесть, всю эту обиду и так далее, и должен это обратить. So also in the search for true Adam, that providence of God followed 3 stages. И также в поиске истинного Адама провидение шло по такому же образцу. Adam who betrayed God, Jesus who was pure and faithful but became a sacrifice. Адам был тем, кто предал Бога. Иисус, тот, кто имел абсолютную веру, оказался жертвой. Satan had the condition to attack and invade Jesus because of Adam's failure.
у сатаны появилось условие атаковать Иисуса, потому что Адам совершил ошибку. And because of many other conditions in history which you know from divine И principle. также потому что появилось много условий на протяжении истории восстановления, о которых вы знаете. But because of Jesus' pure sacrifice, pure offering of love, true Father came on that foundation. Но благодаря чистоте веры Иисуса, благодаря чистоте Его приношения появился истинный Отец, и Он встал на основании Иисуса. And the search for true Eve went through 3 specific stages as well. И поиск истинной Евы также проходил через эти 3 стадии. Eve, who betrayed God. Ева, которая предала Бога. Jesus' bride, who never came to be and became, in that sense, was sacrificed. Невеста Иисуса, которая так никогда и не появилась, и в этом смысле она стала приношением. And true mother, who stood on that foundation of victory and achieved victory in 1992. И третьей женщиной была истинная мать, которая стояла на этом победном основании и которая провозгласила победу в 1992 году. Prior to mother's victory, it was all about men in the providence of restoration. До победы истинной матери главными действующими лицами в Божьем провидении были мужчины. People only paid attention to the sons of Jacob and the male central figures, even though the principle reveals the important role of women in restoration. И люди всегда обращали внимание на 12 сыновей Якова и обращали внимание на мужчин центральных личностей в Божьем провидении, даже несмотря на то, что божественный принцип раскрывает важную роль женщины в провидении. But once there was the model of a true woman, then women could be liberated and their value realized, begin to be realized. Но как только истинная мама одержала победу, то на этом основании все женщины могут быть освобождены и обрести изначальную ценность. Father proclaimed after that each of the true children would be the center of a tribe, the boys and the girls, which shocked many of our elder members. И после победы истинной матери истинный отец провозгласил, что все дети истинной семьи будут родоначальниками рода, включая и сыновья, и дочери. И это очень шокировало многих старших лидеров нашей церкви. Father lifted true mother up and sent her out to the world and became her number one supporter and object. Истинный отец возрастил истинную мать и дал ей миссию идти в мир. И истинный отец был первым, самым лучшим помощником истинной мамы, который поддерживал ее больше всего во время мирового турне речей истинной мамы. Every place mother went, every place she spoke, every condition she fulfilled, Father was connected by internet, listening to every word, dutifully following and faithfully supporting. И где бы истинная мама не выступала, какое бы условие она ни делала, всегда истинный отец смотрел за выступлением истинной матери через интернет, всегда не пропускал ни одного выступления, когда бы по времени оно ни началось, всегда очень прилежно и с большим вниманием это делал. Father would invite us, people around New York, invite us to come and be with him while he watched mother's speech. He never slept. The same speech over and over and over again. He was so completely committed to supporting mother's victory. И истинный отец все время приглашал членов, братьев и сестер из Нью-Йорка, чтобы вместе с ними смотреть выступления истинной мамы. Истинная мама в каждом городе выступала с одной и той же речью, но истинный отец все время смотрел эти выступления. Это обычно проходило ночью, но никогда не спал, и смотрел и поддерживал каждое выступление истинной мамы. But Father's course to restore a bride was also complicated and prolonged through 3 stages. Но путь истинного отца по восстановлению невесты тоже был очень сложным и тоже вылился в 3 стадии. We talked about Father's 3 attempts to establish a true family, and we shared details that many of you may not have known before that time. И мы говорили о том, что истинный отец предпринял 3 попытки по установлению позиции истинной матери. И мы вчера говорили о некоторых деталях, которых вы, наверное, многие не знали. Each of those women, and we can see the very same thing here. The first wife was in the position of betrayal. The second, faithful and devoted. I met her, I sat down with her and talked with her. She loves Father.
But she became a sacrifice. И вот первая жена предала истинного отца. Вторая жена стала на положении жертвы. Я встречался с ней, лично с ней разговаривал. Она удивительная женщина, очень верующая, очень посвященная. Through the experience of being raped and being unable to return and face father, and so she ran away. Она стала жертвой из-за того, что была изнасилована, и поэтому из-за стыда и вот ответственности за то, что произошло, она не могла прийти к истинному отцу. The path of true children is also not glorious and simple and natural, but has gone through many struggles that reflect the same historical pattern of И restoration. путь истинных детей тоже совершенно не такой, что он был покрыт славой и сиянием. Это путь очень трудный, путь очень большой борьбы, и который на самом деле повторяет путь восстановления. Each of these women had one son. We talked about Sungjanim's difficult and challenging course to return to father, seek to follow, but ultimately it was impossible for him to not struggle. И у каждой из этих женщин были сыновья. Первый сын от первой жены, это Сонджиним. Он прошел невероятно трудным путем, и в его ситуации он просто не мог не бороться, не мог не испытывать огромную борьбу, огромные трудности. The second son, Hijinim, loved father, completely embraced mother, completely became part of the family, was known to the members, was part of our movement, but became a sacrifice. Второй ребенок от второй жены, он очень любил истинную маму и любил истинного отца, был с удивительной верой, удивительно посвященный. Он был членом церкви, все братья и сестры его знали, но он погиб и стал жертвоприношением. On his way to pioneer witnessing, he was killed in an accident on a train. Когда он ехал на миссию первопроходца, он погиб, когда ехал на поезде. Hyojinim referred to himself as the third son because providentially they felt like one family. Father related with all of them. Хёджиним называл себя третьим сыном, потому что он чувствовал, что все себя как частью так единой семьи. In order for true family to be victorious, there's also the importance of the archangel restoring the archangel. Для того, чтобы истинная семья одержала победу, очень важно восстановление архангела. Just as Adam should have been protected by three archangels surrounding him, Adam and Eve, surrounding them and supporting them. Адам и Ева должны были находиться под защитой трех архангелов, которые должны были их поддерживать, защищать, оберегать. If Jesus had three disciples who could endure, could unite with him through the garden, he would not have gone to the cross and could continue his mission. Если бы у Иисуса было три последователя, которые бы полностью были едины с Иисусом и полностью бы поддерживали его во всем, то Иисусу не нужно было бы идти на крест. Father raised three disciples as his own spiritual children. I told you Father treated all of the early members up until 124 couples as his own tribe and was a spiritual parent living sacrificially for them. Истинный Отец воспитал трех последователей, да, как своих духовных детей. Более того, я говорил вам, что все благословенные семьи до 124 пар включительно Истинный Отец рассматривал как свой собственный род и заботился о каждом из них как о члене своего, заботился о них как духовный родитель. And Father raised three early disciples, three people into the position of his disciples and engaged them in marriage before the wedding of the true parents. Истинный Отец воспитал своих первых трех последователей, как своих духовных детей, и помолвил их до своего собственного бракосочетания с истинной матерью. And Father asked those three disciples to care for these three sons specifically. И Истинный Отец попросил этих трех последователей заботиться о этих трех сыновьях, то есть одного последователя об одном сыне. You and I might think that to realize a true family, Father should focus on and invest in his own children as his first priority.
Вы можете подумать, что, будучи истинным отцом, и чтобы создать истинную семью, истинный отец должен был всецело фокусироваться на воспитании своих собственных детей. But father's perspective is he must liquidate the accusation of Satan who feels less love. Но отец думает по-другому. Его забота, прежде всего, заботит о том, как ликвидировать обвинение сатаны, который чувствует недостаток любви. And so when the foundation of Christianity failed in 1945, father turned his back on his wife and one-year-old son and followed God's direction to go to the north. Поэтому, когда в 1945 году истинный отец полностью потерял основание христианства, он был вынужден повернуться спиной к своей жене, к своему годовалому ребенку и отправиться в Северную Корею, платить искупление. When father couldn't break through in Korea in 1971, God called him to America, and he put his children in the care of others, asked them to take care, and went to the United States. Когда истинный отец не мог прорваться в Южной Корее, он был вынужден в 1971 году отправиться в Америку и оставил всех своих детей на попечение братьев и сестер. When true parents went out in 1969 and sent all the blessed wives out in 1969, they brought young high school girls in to take care of true family in Cheongpadong. В 1969 году истинный отец разослал всех благословленных жен на миссию первопроходца. И также истинный отец попросил, чтобы старшеклассницы заботились о его собственных детях. Father couldn't feel free to love the sons of the family foundations that had failed until he had victory in his own family. И истинный отец не мог любить сыновей от своей первой и второй жены до тех пор, пока не была одержана полная победа вот в его третьей семье. And so in 1998, when Hyunjinim stood up and declared that he would inherit the responsibility to follow father's mission. Так происходило до 1998 года, пока Хёнджиним, третий сын, не поднялся и не взял ответственность за то, чтобы унаследовать миссию истинного отца. Father said, "It's the happiest day of my life." I was there. I heard him. Истинный отец сказал тогда, я вот лично был там и слышал напрямую это от истинного отца, что это самый счастливый день в моей жизни. But he didn't emphasize simply because he had a faithful son that was now standing up. Но он подчеркнул, что это происходит не только потому, что у него есть преданный сын, который теперь готов с верой унаследовать миссию истинного отца. He said, "Because now I can love Sungjinim as my own son." Он сказал, что вот теперь я могу любить Сонджинима как своего родного ребенка. So earlier on, father assigned Sungjinim to Wonpil Kim's family, asked Wonpil Kim's family to love and care for his son. Ранее истинный отец попросил Вонпил Кима и его семью заботиться о его первом сыне, Сонджиниме. And asked the family of Hyo-won Yu, President Yu, to take care of Heejinim. И попросил семью Хёвон Ю заботиться о втором сыне. And asked Young-wee Kim's family to take care of Hyojinim. И попросил семью Йонви Кима заботиться о Хёджиниме. Sungjinim was blessed with Reverend Wonpil Kim's eldest daughter, and in many ways you can see a beautiful accomplishment that family made. And Sungjinim's 3 children are part of True Family. You see them in the pictures and photos because of the course of that family. И Сонджиним получил благословение со старшей дочерью Вонпил Кима. И сейчас вот у Сонджинима 3 дочерей, и все они являются частью истинной семьи, и вы можете их видеть на вот общих фотографиях, групповых фотографиях истинной семьи. The second president of the Unification Church, Hyo-won Yu, became a sacrifice. He went to Spirit World, as did Heejinim. И Хёвон Ю, первый президент Церкви Объединения, так же, как и Хиджиним, стал жертвоприношением, он перешел в духовный мир. And without going into too much detail or being critical, the struggles of Hyojinim began in this situation in Korea.
И не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что трудности у Хёджинима начались вот здесь, вот в третьем случае, начались в Корее. Why were there no female angels in the beginning? Почему вот вначале не было ангелов-женщин? You've heard the answer before. Father answered that question when asked. Ну, вы ответ знаете, потому что отец уже отвечал на этот вопрос, когда ему задавали. Because the creation can only realize its perfection centered on its Lord, perfect human beings. Потому что творение может достичь совершенства только тогда, когда Господин творения достигает совершенства. And so the angels, after raising Adam and Eve and supporting them to their perfection and maturity, would then have been blessed by God through them and been able to achieve the blessing themselves. Потому что архангел должен был сначала помочь Адаму и Еве достичь совершенства. И после того, как Адам и Ева достигают совершенства, через них, совершенных Адама и Евы, Бог дал бы благословение архангелу и всем ангелам, и тогда бы они тоже достигли совершенства. To build a foundation for an ideal world that has nothing to do with Satan, Father has to restore this. Для того, чтобы построить основание для идеального мира, сатаны не должно существовать. То есть Отец должен восстановить сатану. And so he gave those early disciples the mission. I don't know if he said it this way to them, but they should have loved true children more than their own children. И поэтому истинный Отец попросил своих первых 3 последователей заботиться об истинных детях. Я не знаю, говорил истинный Отец им это напрямую или нет, но последователи должны были любить истинных детей больше, чем своих собственных детей. But that's not because true parents demand it. Father has loved you and I more than his own children, I promise you. Father has lived his life for you and me so that we could get the blessing, so that we could inherit more than his own children. И так Отец просил не потому, что Он этого требует, но потому что истинный Отец любит вас, меня, больше, чем своих детей. И я вам это с полной убежденностью говорю, потому что жертвует ради нас больше, чем ради своих детей. It's not to make you feel guilty. It's not none of this is your fault. But don't judge so quickly. И я это говорю не для того, чтобы вас как-то обвинить, не для того, чтобы сказать, что вот это ваша ошибка. Это ничего рядом общего нет. Я просто хочу вам сказать, что не делайте поспешных выводов, не судите сразу. So shallowly. Не судите так вот мелко. Non-invested brothers and sisters can so cynically, quickly, oh, the true family's fighting. Everybody's struggling for power. That's not what's happening at all. I know. Братья и сестры, которые сами не очень-то много вложили не очень-то много приложили усилий в своей жизни вере, очень так и цинично могут оценивать ситуацию в истинной семье и говорить, ну вот там у них борьба в истинной семье, они там ссорятся друг с другом и так далее. I worked with Hyunjinim for 9 years, and I love him. Я работал с Хёнджинимом на протяжении 9 лет, и я люблю его. And I know how much he struggled in his relationship with True Father. И я знаю, сколько трудностей он преодолел, в какой борьбе он находился в своих взаимоотношениях с истинным Отцом. His practical perspective and Father's unchanging vertical religious perspective. Как я видел вот это вот столкновение его, скажем так, практического взгляда на вещи и вот вертикальной, абсолютной религиозного взгляда на вещи истинного Отца. But before we get there, let me complete this. Но прежде чем мы об этом будем подробно говорить, я хотел бы завершить вот эту часть. So I told you about Hyojinim's anguish. Я говорил вам вот о такой вот боли нестерпимой Хёджинима. Anyway, let me just go back here. As we mentioned, Father had 7 sons and daughters born in Korea. Как мы уже говорили, у истинного Отца родилось 7 сыновей и дочерей в Корее. Yejinim, Еджиним, Hyojinim, Хёджиним, Hejinim, who in the position of the second daughter was in the position of Jesus' bride who never came to be. She lived 8 days and passed away. Хеджиним, который находится на положении невесты Иисуса, которая прожила всего лишь 8 дней и потом перешла в духовный мир, то есть стала приношением. And so she became a Она sacrifice. стала приношением. Injinim
inherited that position and is living that out right now. И Инджиним унаследовала ее позицию и воплощает в жизнь это предназначение сейчас. Then Hungjinim, the second son, Хунджиним, второй сын, who also became a sacrifice. также стал приношением. Then Unjinim, Потом Унджиним, Hyunjinim, Хёнджиним and Kukjinim. и Кукджиним. If we look at the 7 children of true parents born in America, Если мы посмотрим на 7 детей, которые родились в Америке, actually, I'm sorry, 8 children born in Korea, 6 in America, but on the earth right now there's 6 and 6. On the earth, in terms of when you realize these two who had providential sacrificial path, 6 in Korea, 6 in America. прошу прощения, в Корее родилось 8 детей, в Америке 6 детей, но если брать детей, которые остались жить на земле, то получается 6 в Корее и 6 в Америке. Kwanjinim, the eldest son born in America. Конджиним, старший сын, родившийся в Америке. Sunjinim, Сонджиним, Youngjinim, Йонджиним, Hyunjinim, Хёнджиним, Yunjinim, Йонджиним Jungjinim. и Джонджиним. If you look at the 6 children born in Korea, representing the vertical tradition that true family needs to embody, and the 6 children born in America, representing their connection to Christianity and the West, they are a mirror image of each other. Если вы посмотрите на 6 детей, которые родились в Корее, которые представляют вертикальную традицию, и посмотрите на 6 детей, которые родились в Америке, которые должны унаследовать какое-то христианское основание, то увидите, что они как вот зеркальное отражение друг друга являются. Daughter, son, daughter, daughter, son, son. Дочь, сын, дочь, дочь, сын, сын. Son, daughter, son, son, daughter, daughter. Сын, дочь, сын, сын, дочь, дочь. You can now understand why Father identified Youngjinim's passing as a second son sacrifice, the second son born in America. Поэтому вы можете понять, почему смерть Йонджинима Истинный Отец рассматривает как приношение второго сына, потому что это второй сын, который родился в Америке. And you can understand the meaning of how Youngjinim, who used to just love to goof around, Hyungjinim, who his own testimony, he was just a goof around, fun guy. И вы можете понять вот Хёнджинима, который просто любил вот время проводить вот в развлечениях. But he loved his older brother with all of his heart. Сейчас вот находится на том положении, которое находится. Он очень любил своего старшего брата. And Youngjinim's passing deeply wounded Hyungjinim. И переход в духовный мир Йонджинима очень глубоко ранило Хёнджинима. And he was disconsolate for months, unable to be comforted for months. И он в течение многих месяцев не мог найти утешения. And he felt he had to inherit his brother's commitment to religion. И он чувствовал, что он должен унаследовать посвященность религии, которую он наблюдал у своего старшего брата. And his own testimony is he went to Father and said, "Father, I want to be a Buddhist." И вот как он сам рассказывает, он пришел к истинному отцу и сказал: «Отец, я хочу быть буддистом». He didn't say, "I want to be a unificationist but study Buddhism." He said, "I want to be a Buddhist." И он не сказал: «Я хочу быть членом церкви объединения, но изучать буддизм». Нет, он сказал: «Я хочу быть буддистом». And he expected Father to judge him and be angry. What do you mean? You're a unificationist. You're my son. You have to do this, 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 this. И он ожидал, что истинный отец его отругает и скажет: «Ну как же так, ты мой сын, ты должен быть членом церкви объединения, тебе надо делать вот это, это, это». But he said Father embraced him completely, encouraged him, and gave him some good ideas on how to do it. Но истинный отец принял его полностью и всячески его поддержал, и даже дал некоторые рекомендации, как вот ему лучше эту свою идею воплотить. And he said, "I love true parents because true parents' love, unconditional love, saved my life at my most difficult time." И он говорит: «Я люблю истинных родителей, потому что безусловная любовь истинных родителей спасла меня в самый трудный момент моей жизни». So in the course of true family, На пути истинной семьи we have this providence of the first and second son. мы видим провидение первого и второго сына. We saw that with Sungjinim and Heejinim. Мы видим это на примере Сонджинима и Хиджинима.
Sungjanim who struggled and became distant, and Heejanim who was faithful and became a sacrifice. Сонджинем, который столкнулся с огромной борьбой и несколько отдалился, и Хиджинем, который проявил абсолютную веру, но стал приношением. And Hyojanim who was then in the position of the third son, and the first son of true mother was meant to get victory, to inherit everything from father. И Хёджиним, третий сын, но первый сын истинной матери, должен был унаследовать все и одержать победу. But he struggled in Korea. His nature so strong. True parents gone away. Но он столкнулся с очень большой борьбой в Корее. У него природа очень сильная, а истинных родителей рядом с ним не было. And especially the older true children felt a lot of bitterness toward leaders. И особенности старшие истинные дети чувствовали очень много горечи по отношению к старшим лидерам, who occupied all of father's time and were often motivated wrongly. Которые постоянно занимали время истинного отца, и мотивация которых очень часто была неправильной. And true children could feel that. И истинные дети чувствовали это. And they were righteous and critical and sensitive. И они были праведными, критическими, очень чувствительными. But children and adolescents are not yet mature. Но дети или подростки, они до сих пор еще не зрелые. And they can see things from a very immature point of view and be very angry, hurt, critical. И поэтому они могут все рассматривать с такой-то незрелой точки зрения, поэтому могут критиковать, могут ненавидеть, могут злиться. As Hyojanim struggled more and more, father brought him to America, brought his whole family to America in 1973. И чем больше Хёджиним пребывал в борьбе, то, глядя на это, истинный отец привез его в Америку, и вообще всю семью в Америку в 1973 году. And father's children were criticized severely as the children of Reverend Moon and as Orientals. И дети истинных родителей подверглись огромной критике и огромным преследованиям, потому что были детьми преподобного Муна и просто потому что были восточными людьми. And Hyojanim got into so many fights, even 1 against 5, 1 against, all the football team. He got into so much trouble, especially if anyone criticized true father. И Хёджиним очень-очень часто дрался, ввязывался в самые разные драки, и порой 1 против 5, 1 там против вообще всей футбольной команды. И в особенности он не мог сдержать свой гнев, если начинали критиковать его отца. His life got more wild. It became more difficult to control. Even his friends, blessed children, struggled to how to manage his behavior. И его жизнь становилась все труднее, и ему все труднее становилось себя контролировать. И даже благословенные дети, которые были его друзьями, тоже очень сталкивались с большими трудностями, как общаться с ним. He became distant from father, made many mistakes, and had a tragic situation in his first marriage. И он совершил много ошибок. Он отдалился от истинного отца, и произошла трагедия также с его первым благословением. I'll talk a little more about that in a minute. Я позднее об этом поподробнее говорю. Hyojanim also went through the course of being the eldest and became distant and struggling with father, as I explained to you last night. И Хёджиним, будучи первой дочерью истинного отца, также столкнулась с большими трудностями, и ей тоже многое пришлось преодолеть, и в результате она несколько отдалилась от отца. I spent 2 hours listening to Hyojanim's personal, tearful testimony of what she went through in her life. И я однажды слушал 2-часовой рассказ Хёджиним о своей жизни. Она плакала во время всего своего на протяжении всего рассказа. Hyojanim actually prepared a book that she was going to write that described how father was a failure because he couldn't love his own family. На самом деле Хёджиним приготовила рукопись, книги, где она описывала, как отец потерпел поражение, потому что не мог любить своих детей. But Hyojanim has been embraced by true parents, and she is in communication with Injanim, comes to the sermons, and feels inspired that women are being raised in true family. Но Хёджиним
смогла получить любовь истинных родителей, истинные родители смогли ее обнять. Она также находится на постоянной связи с Инджинем, и более того, Еджинем очень вдохновлена тем, что истинный отец возвеличил роль женщины, и теперь женщины тоже могут занять активное положение. I have no desire to gloss over anything, but time is limited, so I can't tell. I don't have time to share all the details. Простите меня, что у меня просто нету достаточно времени, чтобы рассказать вам о многих-многих деталях. The second daughter became a sacrifice. The third daughter inherited that even her name represents two people as one. And true parents told her that they longed for another daughter after they lost. Вторая дочь стала приношением, и Инджинем стала на положение для того, чтобы унаследовать основание и победу второй дочери. Даже имя Инджинем означает как единство двух человек. И истинные родители говорили Инджинем, что они очень-очень ждали ее рождения. And then in father's own family, the struggle to raise a victorious son went from Hyojinim, who became distant and fell short. И в семье истинного отца тоже мы наблюдаем проведение трех сыновей. Первый сын Хёджиним, истинный отец очень хотел его возрастить как сына победителя, но Хёджиним столкнулся с очень большими трудностями и отдалился от истинного отца. Hungjinim, who was pure and faithful and loved father and loved the members, but became a sacrifice. Хунджиним, второй сын, был чистый, преданный, верующий, любил истинного отца, любил членов, но он стал приношением. And the third son, Hyunjinim, who inherited the position of eldest in inheriting father's responsibility. И Хёнджиним, третий сын, стал старшим, потому что в плане того, что унаследовал миссию второго сына. You all know the story, Hungjinim's story, right? Вы все знаете, да, историю Хёнджинима. You know his obsession with dying for father and pushing everybody. I heard that. I saw that myself. Вы знаете, что он насколько был одержим идеей отдать жизнь за истинного отца и призывал членов иметь такое же отношение. Я сам лично от него это слышал и видел его поведение. I was Yejinim's assistant in the first workshop for blessed children in America in 1980. В 1980 году я был помощником Еджиним, которая организовала семинар для благословленных детей. The three oldest girls and Hungjinim participated, and Hyojinim stayed outside and made trouble the whole time. В семинаре участвовали три старшие дочери истинных родителей. Хунджиним, Хёджиним не был на семинаре, но постоянно создавал проблемы нам, всяческие трудности. True parents asked the true children to stay in East Garden, but Hungjinim snuck out every night, came to the second gen, and stayed with them all night, every night. Истинный отец попросил истинных детей жить непосредственно в резиденции, в East Garden, но Хунджиним каждую ночь оттуда убегал и приходил к благословенным детям и ночевал вместе с ними. After every lecture, they'd be going, if they'd go to lunch, he would pick a different blessed child. He'd put his arm around them and just hang on him. And just, make friends. And he just bonded with one after another, thinking about everyone. И всякий раз, когда был перерыв на еду, то он подходил к другому благословленному ребенку, так его обнимал, и вместе они шли, обедали, ели. И Хунджиним так делал, чтобы построить взаимоотношения, обнять буквально каждого благословленного ребенка. I have many little memories, a crushed McDonald's cup, a Burger King toy, a Coke can, and different things that Hungjinim gave me, because he was always trying to give to other people. И у меня очень много таких маленьких эпизодов с Хунджинимом, когда он всячески пытался выразить свою любовь, давал бутерброд из Бургер Кинга или какую-нибудь баночку Кока-Колы или какую-нибудь игрушку маленькую. You know the heroic way he gave his life, which didn't come from us. That was the state trooper who, proclaimed that. И Хунджиним отдал свою жизнь за истинного отца. И это было его жизненным девизом, и он остался ему верен этому девизу до конца своей жизни. You know that he
had the accident at the very moment that father was on the stage in Korea facing death himself. Как вы знаете, Хынджиним попал в автокатастрофу как раз в тот самый момент, когда истинный отец буквально с риском для жизни выступал на митинге в Корее. But what you may not know is that in all of his wildness, Hyojinim loved father very much. Но что вы, наверное, не знаете, несмотря на всю свою дикость, да, необузданность своего характера, Хёджиним очень любил своего отца. And he would always say, well, even if I'm a screw-up, father has Hungi, who loves him. И Хёджиним говорил, что несмотря на то, что вот я такой сорванец, все равно истинный отец меня любит. Hyojinim was in Korea when Hungjinim passed away. Хёджиним был в Корее, когда Хынджиним перешел в духовный мир. And it ripped him to pieces. He was so upset. И вот эта смерть его очень сильно как вот расстроила. He came back and he went to father to try and comfort father. Он пришел к истинному отцу, пытаясь, захотел утешить истинного отца. The first thing father said to him was, Hungjinim died because of you. И первое, что сказал истинный отец, Хынджиним погиб из-за тебя. Might be hard to understand how father could say such a harsh, Может быть, это painful thing. трудно себе представить, как отец мог сказать такие жесткие слова. But Hyojinim's determination to recommit began from that moment. Но решимость Хёджинима, точнее, вот решение Хёджинима обрести вот новое посвящение, новую решимость началась как раз именно с того самого момента. And although overcoming his addictions and changing his life took a long time, he never after that time ever betrayed father. И несмотря на то, что чтобы избавиться от своих зависимостей и своих вот неправильных привычек, Хёджиниму потребовалось очень много времени. Тем не менее, он ни разу не отказался, не предал свою решимость и свое посвящение истинному отцу. And slowly but surely, father raised him up. He was blessed again. He had several children and was rebuilding his life with his whole heart. И постепенно истинный отец его взрастил, воспитал, дал ему новое благословение, от которого родились дети. И в конечном итоге он смог воссоздать, создать новую жизнь. But before that, as you know, father raised him to become president of CARP. He went to the Berlin Wall. He was given responsibility for Manhattan Center and culture. Но до этого, как вы знаете, Хёджиним был лидером Карпа, Хёджиним выступал на митинге около Берлинской стены, истинный отец попросил его взять ответственность за Манхэттен-центр и так далее. То есть, чтобы Хёджиним взял ответственность за культурную сферу. But in the middle of all that, what did father do? Но когда вот все это происходило, что делал истинный отец? He promoted Hyojinim by taking everything away. Он как бы продвигал Хёджинима, забрав все. He took Hyojinim's presidency of CARP and gave it to who? Он забрал президентство Карпа у Хёджинима, отдал кому? To Hyunjinim. Хёджиниму. He pushed Hyojinim down Он буквально столкнул Хёджинима вниз. and asked him to be humble and unite with his younger brother. И он попросил Хёджинима быть смиренным и объединиться со своим младшим братом. And of course Hyojinim said, "Sure, father, no problem." Is that what he did? Ну и, конечно же, Хёджиним сказал, ну, отец, никаких проблем. Да? Так он сделал. He struggled mightily. Он просто ужасно страдал. He beat Hyunjinim up physically. Он физически бил Хёджинима. He shouted out against father. Он орал на отца. But he wrestled with it, and without going into all the details, he completely put himself in a position of humility toward his younger brother. Он очень сильно боролся, но не вдаваясь в детали, в конце концов он смог эту борьбу преодолеть и полностью смирился перед младшим сыном, перед Хёджинимом. All of these are the course that father is asking his own family to walk in front of all of history, restoring all of history. И истинный отец просит членов своей собственной семьи идти этим путем. Для чего? Чтобы восстановить историю, восстановить исторические ошибки. You can't restore the elder son unless you feel what he felt.
Вы не можете восстановить позицию старшего сына, пока вы сами не почувствуете, что он чувствовал. You have no idea the internal course that true family is walking. У вас нет ни малейшего представления о том пути, по которому идет истинная семья. Hyojinim was the most, foul-mouthed and loud and brash and difficult, scary person to work with in the early days. В ранние годы Хёджиним был просто страшным человеком, который кричал, который был очень жестким. В общем, с ним очень трудно было работать. But in his last days, he became quiet, humble, sincere. He was a very different person. Но в свои последние годы он стал совершенно другим человеком, спокойным, искренним, смиренным человеком. Once father called Hyojinim to Hawaii, Однажды истинный отец позвал Хёджинима на Гавайи. and they traveled back alone on the jet, just father and Hyojinim and Reverend Yu, who teaches OSDP. И вот они возвращались с Гавайев буквально втроем. Да, истинный отец, Хёджиним и преподобный Ю, который учит божественный принцип, преподает божественный принцип. And father said, Reverend Yu told this story, that at one point during the flight, father called Hyojinim out, and Hyojinim got out of his chair and got on his knees in front of father. И преподобный Ю рассказывал, когда они летели в самолете, истинный отец позвал Хёджинима, и Хёджиним стал на колени перед истинным отцом. And father said, I wanted to raise you to be the greatest son, the best son in the world, but I failed and I couldn't do enough for you. I'm so sorry. И отец сказал Хёджиниму: я хотел воспитать тебя самым лучшим сыном, чтобы ты стал самым лучшим, самым великим сыном во всем мире. Но я не смог это сделать, я потерпел неудачу, я сожалею об этом. And Hyojinim just wept and wept and wept for hours on the plane. И Хёджиним рыдал и рыдал на самолете в течение многих часов. There are so many stories of Hyojinim's filial heart. His name means filial piety. I have so many stories that I don't have time to tell you. Я знаю очень много эпизодов, когда Хёджиним проявил удивительную сыновнюю почтительность, но, к сожалению, нет времени о том, чтобы рассказать о них. Before Hyojinim passed, it was pretty clear that he knew he was leaving soon. И незадолго до своей смерти Хёджиним прекрасно понимал, что он перейдет в духовный мир. He told the members when giving he used to come and give sermons every Sunday or every few Sundays at Belvedere. И Хёджиним вот в последние месяцы своей жизни стал давать воскресные службы в Бельведере. He shed many tears in front of members. Он пролил много слез перед членами. And he said, I couldn't take care of my parents like I should have. Please take care of them. Он говорит, я не мог позаботиться о своих родителях так, как я должен был о них позаботиться, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о моих родителях. When Hyojinim passed away, father couldn't attend the Sunghwa, couldn't. И когда Хёджиним перешел в духовный мир, то истинный отец не смог присутствовать на церемонии Сунхва. Because I believe he didn't think he could do it without tears. He did not want to shed tears for his children, and he could not put himself there. Потому я думаю, что просто истинный отец не мог не проливать слез на этой церемонии, но он не хотел этого делать, поэтому просто не пошел на церемонию Сунхва. So he sat down with our elders and he gave detailed instructions about every single aspect of how to properly send Hyojinim to spirit world and what he deserved. Поэтому он собрал всех лидеров и дал очень детальные инструкции, указания о том, как провести церемонию Сунхва и как правильно послать Хёджинима в духовный мир. And Father said, wait until I'm over the hill. Wait until I'm out of sight. And then please hold the ceremony that Hyojinim deserves. И он попросил лидеров, подождите, пока я
не уйду за гору, пока я полностью не скроюсь из виду. И вот только тогда начинайте проводить церемонию. After the Sunghwa, they traveled to Hawaii. This is Reverend Yu and Dr. Yang, both of whom I work with. Well, Dr. Yang I work closely with. После церемонии Сэнхва преподобный Ю и доктор Янг отправились на Гавайи. Вот с доктором Янгом я работаю очень тесно. Father was sitting in a chair in King Garden, in the living room, in front of a TV. The TV wasn't on. И они наблюдали такую картину. Истинный отец на Гавайях в Кинг-Гардене сидит вот в гостиной перед телевизором, а телевизор выключен. Father didn't say a word and didn't move. А отец не произнес ни слова, не пошевелился. He didn't know they were even there. Он даже не знал, что вот они уже в комнате. Father didn't move from that chair for 3 days. И отец не вставал со стула на протяжении 3 дней. They said to Father, Father, why don't you sleep? Они сказали истинному отцу: отец, может быть, вам поспать? And Father came out of like a dream and said, oh, what time is it? И отец как бы проснулся. А сколько времени сейчас? 1 o'clock, Father. 1 o'clock in the morning. Они сказали: 1:00 ночи. Father got up at their urging and went to his bedroom. Отец встал и пошел в спальню. Ten minutes later, he was back in the chair. 10 минут спустя он вернулся назад в свое кресло. Reverend Yu asked him, why won't you sleep, Father? И преподобный Ю спросил: отец, почему бы вам не поспать? He said, I can't stop thinking about Hyojinim. Он говорит: я не могу не думать о Хёджиниме. And all that I couldn't do for him. И обо всем том, что я не смог сделать для него. You know, Father will never admit publicly, but those few weeks after Hyojinim's passing, everyone worried about him. Отец, конечно, это никогда не признает, но на самом деле несколько недель после церемонии Сэнхва Хёджинима все очень беспокоились об истинном отце. And they brought Father to Las Vegas, to the Grand Canyon, to Hoover Dam, and in some ways the providence there began out of that experience. И вот помощники истинного отца отвезли его в Лас-Вегас, показали Большой каньон, дамбу Гувера и так далее. И вот с того момента началось провидение там. Hyojinim ascended on March 17th, 2008. Хёджиним перешел в духовный мир 17 марта 2008 года. Exactly 3 weeks later, Father held a ceremony at Parents' Day in Hawaii. И ровно через 3 недели истинный отец провел церемонию на День истинных родителей на Гавайях. April 7th, 2008. 7 апреля 2008 года. I was there. Я был там. And Father changed Hyunjinim's position. И истинный отец изменил позицию Хёнджинима. And said he stands in the Cain position. И сказал, что Хёнджиним теперь находится на положении Каина. We all saw it. Мы все это видели. We all heard it. Мы все это слышали. And it was a very interesting, strange morning. Это было очень интересное, но странное утро. Father asked Mother to MC the program. Истинный отец попросил истинную маму быть ведущим церемонии. And after the celebration of the holiday, Father began to speak. And he said, before I go to the spiritual world, I have to finish clearing up everything in my family and setting up everything right. И после того, как церемония закончилась, истинный отец встал и сказал, что перед тем, прежде чем я перейду в духовный мир, я должен все в своей семье исправить и очистить, и все установить правильно. And I thought, it was so unusual. I thought Father might leave right there. I thought he was going to ascend. I thought he was preparing to leave. И я подумал, что, наверное, отец собирается вот уже прямо сейчас переходить в духовный мир. Что вот уже все готово, и только вот осталось перейти в духовный мир. And Father said, my mission is inherited
is to be inherited by my children. Отец сказал, моя миссия должна быть унаследована моими детьми. No one true child is better than any of the others, and the 12 must work together. И он сказал, что ни один из моих детей не является лучше, чем остальные дети. Поэтому все 12 детей должны работать вместе. And the center of true family will be true mother. И центром истинной семьи будет истинная мать. And Father had already held several ceremonies to proclaim that mother had gotten total victory, was equal to father, and represented true parents when he would leave. И истинный отец провел уже несколько церемоний, на которых он тут четко и ясно провозгласил, что истинная мама эквивалентна истинному отцу, и она является представителем истинных родителей, и она будет занимать центральную роль после того, как истинный отец перейдет в духовный мир. And then Father put mother in front of him, facing him, and Kukjinim on his right, holding mother's hand, and Hyunjinim on his left, holding mother's hand. И потом истинный отец попросил истинную маму встать перед ним, лицом к нему, и попросил Кукджиним встать справа от истинной мамы, и он взял ее за руку, и Кукджинима, и попросил Хёнджинима встать слева от себя и тоже взять истинную маму за руку. This was that moment, and I was a couple rows behind Dr. Suk. Это вот фотография как раз того самого момента, и я вот нахожусь там во втором ряду сразу же за доктором Соком. And Father said that Hyunjinim is in the position of Cain. И отец сказал, Хёнджиним находится на положении Каина. So when people say there can be no Cain and Abel in true family, Father is the one who, people say there can be no Cain and Abel in true family because everything is restored and they're in perfection. Well, obviously there's still some work being done. Вот говорят люди, что не может быть Каина и Авеля в истинной семье, потому что там уже все восстановлено. Но истинный отец говорит об этом, и очевидно, что есть еще над чем работать. Father used those words. Сам отец использует эти слова. And Father said that in the spirit world, Hyojinim is in the Cain position, and these two are aligned on earth and in spirit world. И истинный отец сказал, что в духовном мире Хёджиним находится на положении Каина, и вот эти два брата как вот едины. And Father said Kukjinim is in the Abel position. Отец сказал, что Кукджиним находится на положении Авеля. Aligned with Hunjinim in the spirit world. И он связан с Хунджинимом в духовном мире. Now, why did Father do that? Теперь вопрос, зачем истинный отец это сделал? Was it simply because Hyunjinim was now the oldest true son on earth? Просто потому, что Хёнджиним остался старшим сыном на земле? Was it because of some restorational necessity? Это нужно было для некой необходимости по восстановлению? Hyunjinim had, when he stood up in 1998, Когда Хёнджиним взял ответственность в 1998 году, I wept on that day. I was so grateful, and I was so grateful that a true son had said, "I'll put my life, my goals, my plans aside, and I will take responsibility to inherit true parents' mission." я был настолько счастлив в тот день, я настолько был благодарен этому, что я прям вот рыдал. И потому что истинные дети смогли оставить все свои личные амбиции, интересы, привязанности в стороне и взять ответственность за Божье провидение. I'm eternally grateful. И я вечно благодарен за это. And Hyunjinim promised Father that he would educate the second generation, unite the true family, and inherit true parents' mission. И Хёнджиним пообещал истинному отцу, что он будет воспитывать второе поколение, что он объединит истинную семью и что он унаследует миссию истинного отца. And no one can deny the incredible job that he has done. И никто не может отрицать тот факт, что Хёнджиним проделал невероятную работу. And I could follow him tomorrow. И я могу хоть завтра за ним последовать. And I don't have any question that his motivation is in anything else other than he is convinced he is the one who can fix our movement and solve the problem, and that he is the one that God wants to do this mission. That's what's driving him.
И у меня нет ни малейшего сомнения по поводу его мотивации. Она заключается в том, что именно он считает, что он может полностью решить проблемы нашего движения и вывести наше движение на совершенно новый уровень. И именно это руководит им. He doesn't feel good that we are re-emphasizing the church. He thinks being a religion is a mistake. Ему не нравится, что мы подчеркиваем опять важность церкви, что мы опять становимся религией. Hyunjinim would be very unhappy to know that I am saying Hyunjinim thinks this, Hyunjinim thinks that. He doesn't want me or anyone to tell you what he is thinking. No one has a right. Hyunjinim не понравится о том, что вот я говорю, вот Hyunjinim думает это, Hyunjinim думает то, потому что ни у кого нет права говорить так, что вот о чем он думает. So please understand, my heart is not to criticize, to judge. Поэтому поймите, пожалуйста, меня правильно. Я здесь не для того, чтобы кого-то критиковать. But to try and help us understand what's happening. Но я здесь для того, чтобы помочь вам понять, что происходит. When I worked with Hyunjinim, he struggled with father so much. Но я работал с Hyunjinim, и я знаю, что он очень много боролся, испытывал очень много внутренней борьбы во взаимоотношениях со своим отцом. Father, why do you keep making these faithful church members into directors of businesses, then they make the business bankrupt? Отец, почему ты вот этих преданных членов церкви, у которых абсолютная вера, делаешь лидерами бизнеса, и в результате их руководства бизнес банкротится? And they do terrible things in the process. И они совершенно ужасные вещи творят And Father would в say, управлении. even if they run the business into the ground, you know, if they're faithful, God will raise up a greater business based on that foundation. А отец говорит, что даже если они с землей сравняют этот бизнес, но если у них вера крепка, то на этом основании Бог начнет еще более успешный бизнес. Hyunjinim created Service for Peace and gathered thousands of young people in a big event in Washington, D.C. Hyunjinim основал служение ради мира, да, Service for Peace, и собрал тысячи молодых людей на вот одно из выступлений в Вашингтоне. He reported to Father, and Father said, okay, now read the messages from Spirit World to everyone at those meetings, testifying to true parents. И Hyunjinim сделал отчет об этом истинному отцу. Отец сказал, хорошо, а теперь прочти им всем послание из духовного мира. And Hyunjinim said, Father, I can't. It's against the law. There's 16-year-old kids there. I can't. It's a government thing. We're partnering with the government. I can't do that. Hyunjin говорит, я не могу это сделать, это будет нарушение закона, им там по 16 лет, это вот, нарушение закона. And Father said, who's the king of Service for Peace? А отец говорит, а кто царь служения ради мира? Is Service for Peace yours or is it mine? Служение ради мира, Service for Peace, это твоя организация или моя? So one time after GPF in Mongolia, early tour in Mongolia, victory, when Hyunjinim visited Mongolia. Вот во время одного из ранних посещений Hyunjinim Монголии, he came back, and at East Garden, Father sat with the leaders and had Hyunjinim share his victory. Где во время своего визита в Монголию Hyunjinim там провел общественное мероприятие. И вот, вернувшись с этого мероприятия, истинный отец, когда Hyunjinim вернулся с этого мероприятия, истинный отец попросил его рассказать об этом лидерам. And after Jinman Kwak gave the report, Hyunjinim stood up and talked about the new paradigm for our church and all the mistakes we made in the past. И вот после того, как Jinman Kwak закончил рассказывать о мероприятии, встал Hyunjinim и начал говорить о новой парадигме лидерства и о всех ошибках, которые были совершены в прошлом. And even though he was trying to inspire Father about the ways to change the church, it was clear that Father felt judged by the mistakes of the past, that he was being judged by the mistakes of the past, and Father became upset. И несмотря на то, что Hyunjinim хотел как бы исправить ошибки прошлого, но очевидно было, что
истинный отец почувствовал осуждение из-за того, что вот эти ошибки были совершены в прошлом. И разозлился от этого. Once 3 of us had lunch with Hyunjinim at Berrytown, and he said, it was a private meeting, and he said, I was there. He said, you know, what makes this so difficult is I only want to make Father victorious. I'm doing this all to make him great, but he doesn't understand what I'm trying to do. И вот однажды в Берритауне у нас был такой частный обед, где вот присутствовало всего 3 человека, и я вот, в смысле, 3 приглашенных, и я вот был одним из них. И Хёнджиним сказал нам, что вот меня расстраивает, что я вот единственный человек, который может действительно принести победу истинному Отцу. Это все, что я хочу, это принести победу истинному Отцу, но истинный Отец этого он этого не понимает, да, извините. Also, for Hyunjinim, I think it's very difficult to unite true family. Я думаю, для Хёнджиним очень трудно объединить истинную семью. I've never said it like this, and I don't mean it critically, but he's not a team player, he's a one-man show. Я говорю это не для того, чтобы его критиковать, но Хёнджиним не человек команды. In other words, he doesn't really make a team and delegate responsibility to his brothers and sisters. Иными словами, он не создает команду и не наделяет других членов команды ответственностью. In 2007, just before my wife passed away, I spent most of the summer in Korea. И в 2007 году, вот, незадолго до того, как моя жена перешла в духовный мир, я большую часть лета провел в Корее. Before I tell you that, let me mention something else. Но прежде чем я вам расскажу, что произошло, я хотел бы вам что-то другое сказать. In 2006, Father made a public announcement about Hyunjinim, Kukjinim, and Hyunjinim. В 2006 году истинный отец сделал общественное заявление о Хёнджиниме, Кукджиниме и Хёнджиниме. Hyunjinim should be responsible for business in the west, Kukjinim for business in the east, and Hyunjinim for religion. Он сказал, что Хёнджиним должен отвечать за бизнес на западе, Кукджиним за бизнес на востоке, а Хёнджиним отвечать за религию. Do you remember that? Помните об этом? I will tell you that Hyunjinim felt very uncomfortable. Everyone around him struggled because he understood himself as responsible for everything. И вот скажу вам, Хёнджиним тогда себя очень плохо почувствовал, потому что и все вокруг, кто был рядом с ним, тоже почувствовали это, потому что Хёнджиним думал, что он должен отвечать за все. Brothers and sisters, I was on his team. I would be on his team tomorrow. I didn't take sides. I actually hoped that Hyunjinim could inherit, because I preferred his approach to fathers. Братья и сестры, я вот на самом деле, я был тогда в команде Хёнджинима, и более того, я готов вступить в его команду хоть сейчас, потому что на самом деле я предпочитаю его подход к бизнесу, а не подход истинного отца. And then Father began to raise Hyunjinim up, first by making him a pastor of a local unification church. И с того времени истинный отец стал воспитывать Хёнджинима и назначил его пастором на одной местной церкви. And then pastor of the Mapo district church. А потом назначил пастором церкви в районе Мапо. Then the Seoul headquarters church. Потом назначил главным пастором сеульской церкви, штаб-квартиры. Then the president of the Korean church. А потом назначил президентом корейской церкви. And then the international president of the Unification Church. И потом назначил президентом Международной церкви объединения или Федерации семей. Who did that? Кто это сделал? Did mother do that? Истинная мама это сделала. Did Kukjinim do that? Кукджиним это сделал. Father did that. Истинный отец это сделал. In front of all of us. Перед всеми нами. Raising Hyunjinim's position. Он и поднимал Хёнджинима.
So I was in Korea in 2007 when Hyunjinim was responsible for the Mapo Church. Я был в Корее в 2007 году, когда Hyunjinim отвечал за церковь Мапо. And I saw the way that Kukjinim would come and sit and listen and support and testify to his brother. Then his brother would get up and testify to his... It was so beautiful, so beautiful. И я вот приходил на богослужение, и я видел, как на эти же богослужения приходил Кукджиним, слушал выступление своего брата, потом сам выходил на сцену и свидетельствовал о своем брате, потом Hyunjinim поднимался и свидетельствовал о своем брате, и это было настолько красиво. The reason they asked Father to bring Injinim into the church in America is because she had a close relationship with Hyunjinim, and they were hoping she could help him harmonize with the way things were going. И именно они попросили истинного отца назначить Инджиним, ответственного за церковь в Америку, потому что, с одной стороны, Инджиним имеет близкие отношения с Hyunjiнимом, и также они надеялись, что она помогла бы им как-то гармонично выстроить работу. Then, in 2000, I'm not sure when was it that Hyunjinim became the internet? Oh, hold on. As I mentioned yesterday, Injinim told us, all of us in the True Family know why Father chose Lovey, because he's the least wounded, the least hurt, the least scarred. И Инджиним говорила о том, что все в истинной семье прекрасно понимают, почему истинный-отец назначил именно вот своего любимчика, да, вот так вот называют, Hyunjiнима, вот, самым главным, потому что он меньше всего ранен, меньше всего испытал боли, у него меньше всего шрамов. How did Hyunjinim hear about his younger brother becoming president of the church? Как вот Hyunjinim, третий сын, узнал о том, что его младший брат стал президентом церкви? Did Father let him know? Отец ему об этом сказал? Did his siblings report to him? Его помощники доложили Hyunjinim об этом? He was in South America В doing смысле, GPF его братья об этом доложили? when he saw a memo. Нет, он был в Южной Америке, и он проводил фестиваль, глобальный фестиваль мира, и увидел официальное письмо. And Hyunjinim felt just like Esau had felt. И Hyunjinim, третий сын, почувствовал в точности так же, как почувствовал себя Исав. While I was out preparing an offering to bring to my father, my younger brother and my mother have conspired to take my blessing. Вот пока я там в поле готовил приношение для своего отца, мой младший брат с помощью моей матери устроили заговор и украли у меня благословение. Everybody knows Hyunjinim's tremendous potential. Все знают невероятный потенциал Hyunjiнима. Everybody knows around him that, we can't criticize, but if he has a weak point, it's being overly confident in himself. Все также знают, но мы не будем покритиковать, но все знают, что Hyunjinim слишком самоуверен, слишком уверен в своем собственном потенциале. Father is not demoting Hyunjinim, but promoting him to a providential path that will lead him to rise greater if he can follow this path. We're sure of that. И истинный отец не понижает его положение. Наоборот, истинный отец хочет возвысить Hyunjiнима еще выше, но при условии, что Hyunjinim сможет пройти вот этим провиденциальным путем, спуститься сначала вниз, и только потом он сможет подняться еще выше. Father had Hyunjinim responsible for UPF and GPF, the external providence, and Hyunjinim responsible for FFWP, U, and the UC, the internal providence. Истинный отец назначил Hyunjiнима ответственным за внешнее провидение, то есть за UPF и за GPF, а Hyunjiнима ответственным за внутреннее провидение, за Федерацию семей и за Церковь Объединения. Nobody here tried to stop this. We loved it. We thought it was great what he was doing. И никто не пытался этому мешать. Мы на самом деле чувствовали, как здорово, если Hyunjinim будет этим заниматься. Actually, when I say we, I wasn't here. I was actually here. Well, I had been with the UC, but when Injinim came into responsibility, she took me out of vice president
She took me out of education director, and she, what was it? Three things. Oh, also, I was taken off the board, HSA board. Так вот, когда я говорю «мы», на самом деле я вот находился вот здесь, но в принципе также работал и в церкви объединения. Вот когда Инджиним заняла руководящую роль, она лишила меня руководителя департамента, позиции руководителя департамента, потом я лишился, ушел из совета директоров церкви объединения и вот лишился звания вице-президента церкви. Board member, vice president, and education director. И я лишился всех этих должностей. So nothing I'm saying is because I was on one side or another. Поэтому я не нахожусь там на той стороне или на этой стороне. In fact, Hyunjin wanted to put me back on the board and restore my role. На самом деле, Hyunjin хотел восстановить мою позицию и вернуть меня в совет директоров. So all those who love and support Hyunjin right now are talking about all kinds of issues, but avoiding the main issue constantly. Вот все, кто любит и поддерживает Hyunjin, говорят о всевозможных вещах, но все они избегают говорить на одну тему, главную тему. The main issue is number one. Father raised mother to victory, proclaimed it in front of all of us, and fully trusts her to represent true parents. Первый момент, что истинный отец сам лично воспитал и возвысил истинную маму, сделал об этом несколько провозглашений и полностью доверяет истинной маме. Second main issue is that Father raised Hyunjin in front of all of us and gave a coronation to represent true parents' authority not once, but 3 times, for heaven's sakes. И более того, истинный отец взрастил Hyunjin на глазах у всех нас, и более того, провел церемонию коронации, в которой участвовал Hyunjin, младший сын, не 1 раз, а 3 раза. And nobody tried to undermine Hyunjin's role until he wanted to take over everything. And I was there when that happened. And I saw it and I felt it was wrong. И никто не преуменьшает роль Hyunjin в той ответственности, которую он выполнял до тех пор, пока Hyunjin не захотел забрать все. И когда его намерения стали ясными, то я лично присутствовал при этом, то я почувствовал, что это неправильно. I told that story in St. Petersburg. You have it on video. Exactly what happened and what my feeling and I texted Injinim and how she told me to support no matter what, and it's all recorded, so I'm not going to tell the detailed story. Вот детали этой истории я рассказывал в Санкт-Петербурге, вот как я все, что я чувствовал, то, что я написал Инджиним, как она мне написала, попросила меня полностью там вот все поддержать. Я не буду сейчас в детали вдаваться, вы можете посмотреть это в записи. But it's only when Hyunjin willfully disobeyed and tried to push out Injinim and take over the American church that Father told him to stop. Но только тогда, когда Hyunjin сознательно пытался завладеть руководством над всей американской церковью и сместить Инджиним, вот после этого истинный отец очень четко и ясно сказал Hyunjin остановиться. Father had said, no more meetings, no more votes, no more changes. All true children come back to Korea, will sit down together as a family and work this out. Отец сказал, что все, никаких больше встреч, никаких больше голосований, все прекращаем, все истинные дети должны приехать в Корею, сесть вместе и вместе все обсудить. When I saw that this board meeting was going to happen, I called to Korea, to Dr. Yang, who was standing next to Father. И когда я видел, что вот должно состояться заседание совета директоров, и я видел, как доктор Янг, я позвонил доктору Янгу в Корею, который в тот момент находился как раз рядом с истинным отцом. And he said, why are they doing this? Father doesn't want this. He wants everyone to come to Korea. Зачем они вообще все это делают? Истинный отец хочет, чтобы все они приехали в Корею.
When father learned what had happened, he told Hyunjinim to stop his public work for 1 year, hold father's hand, stay by father's side for 1 year. И когда истинный отец узнал, вот, что произошло, он попросил Хёнджинима прекратить всю свою деятельность, приехать, прекратить свою деятельность на 1 год и работать непосредственно с истинным отцом, буквально взять его за руку и вот везде следовать за истинным отцом. And father said, 3 sons must unite or I can't go to spirit world. И отец сказал, что 3 сына должны объединиться, иначе я не смогу перейти в духовный мир. So when someone tells me that father is senile or is not in control or can't manage things, Поэтому, когда мне люди говорят, что истинный отец потерял рассудок, что он уже не может себя контролировать, что у него там разум помутился, that means nothing to me. это для Doesn't меня, matter. мне это ничего не говорит. Father's getting old. Для меня это не имеет ни малейшего значения. Да, отец старый. Sometimes he is the sharpest that I've ever seen him. Now. И порой истинный отец, вот сейчас, в последнее время, настолько ясен, что таким ясным я его вообще никогда не видел раньше. And other times he keeps talking to Dr. Thomas Walsh, thinking he's George Bush's brother, Neil Bush. А порой истинный отец обращается к Томасу Уолшу, думая, что перед ним стоит младший брат Джорджа Буша, Нил Буш. He's an old man. Ну да, он старый человек. Sorry. Извините. That's going to happen. Это так произойдет. But he already made the process clear, centered on mother and centered on Hyunjinim. Но истинный отец уже все прояснил, он уже обозначил ясный процесс под руководством истинной мамы и под руководством Хёнджинима. When somebody tells me that mother is manipulating and she's the one that's blocking Hyunjinim from father, Когда мне кто-то говорит, что истинная мама манипулирует истинным отцом, что истинная мама не позволяет Хёнджиниму, третьему сыну, прийти к истинному отцу, father made mother's role very clear. истинный отец очень ясно обозначил роль истинной мамы. And Hyunjinim, I'm not his judge, but he has to follow the same divine principle that you and I do. А Хёнджиним, я его не хочу судить, должен следовать тому же самому божественному принципу, которому и мы следуем. When I hear that people won't let Hyunjinim come to father and no one will let him meet father, that is not true. I've been there when father came to see him and he ran away. И когда люди говорят о том, что вот другие люди, другие члены препятствуют Хёнджиниму встретиться с истинным отцом, то я скажу вам, что это не так. И истинный отец приехал в Америку специально, чтобы встретиться с Хёнджинимом, но Хёнджиним просто убежал. Father, why do you think father comes to Las Vegas again and again and again? Flew to New York to see his new great-grandson and meet Hyunjinim. And Hyunjinim left while he was in the airplane. И, например, зачем истинный отец так часто ездит в Лас-Вегас? Однажды истинный отец прилетел в Нью-Йорк, чтобы увидеть своего правнука и также встретиться с Хёнджиним, но Хёнджиним уехал буквально вот из аэропорта. The point is, Hyunjinim wants to meet father alone with nobody else. That's what he's demanding. Суть в том, что Хёнджиним хочет встретиться лично с истинным отцом, один на один, тет-а-тет, чтобы никого другого не было. Вот, на этом он настаивает. So I've heard. Вот I've heard. это вот то, что я слышал. And father is willing to meet him with mother, just the two, his parents. Father wants him to meet with his parents, not just with father. И отец готов встретиться с Хёнджинимом вместе с истинной матерью, то есть вдвоем, да, как родители. Actually, mother's the one, and Injinim, they're trying to protect Hyunjinim. Don't say too hard things. Don't be too difficult. Put it on Reverend Kwok. Don't, those kinds of things. И на самом деле истинная мама Инджиним пытаются как-то вот защитить Хёнджиним и говорить, и сказать, не говори там вот каких-то вот жестких слов истинному отцу, все там свали на преподобного Квака, ну в общем вот так вот. You understand, I said that quickly, but it doesn't mean, blame Reverend Kwok, but just, try not to, damage Hyunjinim's relationship with father. Emphasize the other's responsibility to protect Hyunjinim. То есть я говорю не для того, что они пытаются обвинить там преподобного Квака, но пытаются как бы чтобы не нарушить взаимоотношения. Помогите мне.
Для того, чтобы вот открыть возможность, да, для взаимоотношений. That's a mother's love. Это любовь матери. Father's attitude is different. We have to stop him from continuing to make bad conditions before he can't come back. Но отношение с отца совсем другое. Мы должны остановить его, чтобы он прекратил совершать плохие условия. Если он будет их продолжать совершать, то он уже просто не сможет вернуться. Better to put him in jail. Better to use legal means. If he can't repent, we've got to stop him from making bad conditions. Лучше даже пусть он в тюрьму сядет. Давайте будем использовать юридические методы, чтобы его остановить, лишь бы он прекратил совершать плохие условия, создавать плохие условия. Anyway, there's so much. If you put this content together with what I shared in St. Petersburg, there's a more full story, more full understanding. Если вы соедините сегодняшний рассказ с тем, что я говорил в Санкт-Петербурге, то тогда у вас будет более ясная и более общая картина. But this is not two sides of true family fighting. Но это вот не рассказ о том, что вот есть борьба, вот две стороны в истинной семье борются. There aren't two sides. Там нету двух сторон. There are a group of true children that are attending Father and working as a team. Есть группа истинных детей, которые служат истинному отцу, следуют за ним и которые работают в команде. And a group of others that are still struggling, distant, or alienated, and one by one you see them becoming part of the team. Есть другая группа, которая несколько отдалена, которые находятся в собственной борьбе, но мы видим, что постепенно один за другим они присоединяются к общему делу. And then there's one son who cannot accept what his father is asking him to do. И Simple. есть один сын, который не может принять то, что просит его отец сделать. То, что его отец просит сделать. Вот и все. This is between Hyunjinim and father. That's it. Это дело истинного отца и Хёнджинима. И все. Это касается истинного отца и Хёнджинима. And we can't judge it. Мы не можем это осуждать или судить об этом. And even Father has said we can't be directly involved and try to make things different. Даже отец сказал, что мы не можем быть напрямую в это вовлечены и как-то изменить ситуацию. And ours is not to hate or accuse or judge anyone. That's not the mind of the other true children. That's not. И другие истинные дети никого не осуждают, не ненавидят, не судят. У них не такой настрой. But all those who love and support Hyunjinim are avoiding these main issues. And talking about bad leaders and judgment and people being unfair and trying to make Hyunjinim a criminal. That's not what's happening. Но все те, кто вот любит и поддерживает Хёнджинима, осуждают, вот там лидеры плохие, они там пытаются трудности создать, они пытаются там осудить, что все это несправедливо и так далее. Okay? Нет, это все на самом деле несправедливо, и все не так. Okay? Понятно, да? Have I tortured you enough, or would you like more? Я достаточно вас помучил, или вы еще хотите? Let's take a few questions, if you have them, about this situation or anything related to it. We'll take a break. When we come back, I'm going to share about Youngjanim's passing and a few other details, and then we'll begin talking about the meaning of the blessing. Okay. Давайте вот сейчас будет несколько вопросов, которые непосредственно относятся вот к этой теме. А после перерыва мы поговорим уже о Йонджиниме, о значении его переходе в духовный мир и о других вопросах. I'll take questions as long as when we take a break, I get to go to the bathroom before anybody else, because I really have to go. Давайте ответим на вопросы. И я хотел бы пойти вот в туалет раньше всех, чтобы не стоять в очереди. Questions. Итак, вопросы. Просто мой вопрос, вот, возможно, я не совсем понял про почему Хёнджиним, третий сын, оказался вот на позиции все-таки старшего сына. То есть, получается, сейчас вот по этой провинциальной расстановке три сына, соответственно, Хёнджиним, Кукджиним и Хёнгджиним, младший сын. То есть, вот все-таки, если вот следовать провинциальной схеме, то есть, получается, то, что он делал, вот его миссии было не совсем правильно, и он поэтому встал на эту позицию третьего сына.
То есть вот мой вопрос именно в том, что на самом деле он делал что-то вот кардинально неправильно, ну как вот говорится, что там Адам предал Бога, то есть старший сын, он был на позиции того, кто оставлял Бога, то есть и, соответственно, делал что-то неправильное. Just my question is that about this settings that now it's Hyunjinim, third son, he's on a position the eldest, and Kukjinim, young, and Hyunjinim, the youngest son. My question is, has Hyunjinim done something really wrong? Because he is on a position of like Adam, who betrayed God and who left God, and who got shot, he really did something wrong? Like what? My question is like why he was put on this position on eldest son. I can't judge whether Hyunjinim made some terrible wrong thing. Even though I heard rumors, I don't live in rumors. I don't pay attention to rumors. I don't give any credence to rumors. Ну, я не в том положении нахожусь, чтобы давать там свою оценку, давать какое-то свое суждение. Я не знаю, что такого вот он неправильно сделал, хотя, конечно, я слышал разные слухи, но я не воспринимаю слухи как какую-то достоверную информацию и на это большое внимание не обращаю. But I know that there's still a course that True Family is walking toward victory. That may be because of limitations or mistakes or things that have gone wrong. I don't know. But I know that Father is still asking his family to follow a course of restoration, or a course of renewal. Okay, how can I say? Но в любом случае есть путь, да, есть путь, проложенный вот в проведении, там, путь восстановления, назовем его, или путь обновления. И были там ошибки, были какие-то трудности, было там что-то недоделано, трудно сказать, но этот путь есть, и истинный отец просит членов своей семьи идти этим путем. I think asking Hyunjinim to humble himself would be really good, is good for him. He'll become better and greater and stronger through that. Я думаю, то, что истинный отец, это хорошо, что истинный отец попросил Hyunjinim смирить себя. Это было бы однозначно хорошо для него, потому что через это он стал бы гораздо сильнее и обрел бы большее величие. And as the eldest son, he's walking a course to deal with these feelings. И будучи старшим сыном, он идет путем, где он должен вот столкнуться со всеми своими вот эмоциями и разобраться с ними. There's meaning in that. В этом есть значение. I'm really moved working with Injanim because she has no desire or ambition for position. She didn't want this job. She came in to help at the request of her brothers. И мне очень нравится работать с Инджинем, потому что в ней нету ни малейших амбиций или какого-то желания занять вот это главенствующее положение. Она начала работать просто потому, что ее попросили ее братья, и она захотела им помочь. And if you listen to my other testimony, there's many points that from Injanim that I was really that guided me very clearly. И вот вы можете послушать вот другое мое выступление, и где я говорю о нескольких моментах, наставлений, которые мне дала Инджиним, которые очень удивительные. In my view, this is the final condition in True Family, the final 3 sons, and I'm grateful that this is happening while Father's alive. И в моем понимании это вот последнее условие в истинной семье, что вот эти 3 сына должны объединиться, и я очень рад, что это происходит, пока истинный отец еще жив и на земле. And I'm not just being idealistic or glossing over. I find over and over again true family, true children rise to the occasion, find their way. I have confidence in Hyunjinim. I believe in him. I believe he'll figure it out. I don't hate him. I don't want to judge him. I'm not against him. И вот я не строю себе никаких иллюзий, но с другой стороны я знаю, что истинные дети способны вырасти. Я знаю, что я уверен, что Hyunjinim рано или поздно это осознает свою миссию, осознает, что ему нужно делать. I know that the true children that I'm working with want him to win, want him to be successful. И я знаю, что истинные дети, с которыми я работаю, хотят, чтобы Hyunjinim тоже к ним присоединился, и они хотят работать с ним вместе. But I will say that Father, Hyunjinim, and Kukjinim are super plus. Their nature is super subject. And so they are
a little, I think, so strong. And I'm not sure if that's helpful. Но я хочу вам сказать, что вот истинные родители, Хёнджиним и Кукджиним, это как вот супер плюс. Они настолько очень-очень сильные, и это, может быть, не всегда помогает. Дело в том, что есть люди, которые близкие к нам, и они сейчас следуют за Хёнджинимом. И у меня такой вопрос, это для этих людей это злое условие, как определить, это зло или добро? There are people whom we know personally who follow Hyounjin. Только по-английски же. He's explaining to me now. You're fine. You're fine. Just explain. I'm in charge here. There are people who close to Hyounjin, people who we personally know. Is it bad condition for them that they follow Hyounjin? Is it evil? Are they doing evil while following Hyounjin? Everyone heard the question? I don't think... Вопрос, это зло, это плохое условие? Father said, Отец сказал, Hyunjinim should be leading the people who are following him, he should be leading them to heaven, but he's leading them to hell. Отец сказал, что Хёнджиним должен был вести тех людей, которых он ведет, на небеса, но он ведет их в ад. I heard Father say that. Я слышал, что истинный отец так сказал. But I don't think Father said that with judgment, go condemn them, go accuse them. He's lamenting that they are going in the wrong direction. Но я уверен, что отец это сказал, то есть я не думаю, что этот отец сказал для того, чтобы их как-то обвинить, чтобы их проклясть. Наоборот, со слезами отец и сожалением это говорит, что Хёнджиним ведет их в неправильном направлении. But the same principle of unconditional love as the only instrument of God applies here too. Но безусловную любовь, как вот единственный инструмент Бога, здесь тоже применим. But I will tell you this. Но я скажу вам следующее. When Hyunjinim was going in the wrong direction, Father called for him publicly in meeting after meeting to come. Пока когда Хёнджиним, вот сейчас Хёнджиним идет в неправильном направлении, но истинный отец публично на разных встречах призывал Хёнджинима назад. And when Hyunjinim didn't come, Father called for his wife, Jeonsuk-nim, to come. И когда Хёнджиним не пришел, он позвал его жену Чонсукним, To come to see him personally. чтобы Чонсукним пришла и лично встретилась с истинным отцом. So he could tell her directly what he wants. Поэтому, чтобы отец лично сказал ей, что он ожидает и хочет. And Father was asking Reverend Kwak, bring Hyunjinim, bring Jeonsuk-nim. And when they didn't come, Father said, please bring your sons, bring the Kwak family. И истинный отец попросил преподобного Квака, приведи Хёнджинима ко мне, приведи Джунсукним ко мне. И когда преподобный Квак не смог этого сделать, он сказал преподобному Кваку, приведи тогда свою семью, то есть своих сыновей. And when they didn't come, Father said, bring all the members who are working with them. Bring them to me. I want to talk to them directly. И когда и этого не произошло, истинный отец попросил преподобного Квака, приведи тогда всех членов, которые работают с Хёнджинимом, ко мне, чтобы я лично с ними смог поговорить. And Mr. Mito didn't come. Mr. Tosaka didn't come. All of the people that I love, my friends, and I know nobody has come to Father once, not once. И мистер Мито не пришел, и мистер Тосака не пришел, и все другие лидеры и люди, которых я люблю и знаю, тоже не пришли, ни разу не пришли встретиться с истинным отцом. Except two people. Кроме двух людей. Dr. Thomas Walsh and Taj Hamad. Доктор Томас Уолш и Тадж Хамад. They came, Father talked to them directly, and they changed. Они пришли к истинному отцу, истинный отец с ними лично поговорил, и они изменились. So our main responsibility is to speak the truth in love. Not judgment, not accusation,
not trying to defeat someone, just constantly focus on what's true, the things that everybody's trying to avoid. Just focus on what's true. Поэтому наша ответственность говорить истину с любовью, не обвиняя, не осуждая, но быть предельно ясными, говорить только истину и говорить с любовью. Это наша главная ответственность. Did leaders make mistakes? Yes. Are some people been too judgmental to Hyunjinim? Yes. But are those the main points? No. Совершали ли лидеры ошибки? Да, совершали. Осуждали ли люди Хёнджинима? Да, осуждали. Но разве это главные вопросы? По-русски скажи. Да. Я хотела спросить про Конджинима. После перерыва. Задай вопрос, а ответ после перерыва получишь. Просто хотела узнать, что с ним и как. Похоже, он единственный из сыновей, как-то вот ни в чем не участвует, никакая позиция вообще. Где он, как он себя чувствует? Вообще хотелось бы что-то о нем узнать тоже. Question is about Kwon Jinim, because he's the only son who is not involved in anywhere. Where is he? What is he doing? Like what's his no position, like and what he's doing. Сейчас объясню. I used to take care of Kwon Jinim. I used to visit him, and he used to sit in my lap, and I told him the story of the black stallion. He would always ask me to tell him that story. Black stallion, a horse, black horse. Я лично заботился о Kwon Jinim, и время с ним проводил, и даже были времена, когда он сидел у меня на коленях, и я ему рассказывал сказку о черной лошади. Kwon Jinim, like many of the younger True family, were quite alienated from father as they grew up. И как это в случае с младшими детьми истинного отца, он достаточно как-то изолирован и одинок, отделен от истинных родителей. Many of them used to go up to Boston and stay with Injinim, where she tried to take care of them and keep them close. И многие из них часто приезжали в Бостон к Инджиним, и где Инджиним о них заботилась, и они проводили время с Инджиним. Kwon Jinim has been distant and struggling in relationship with your parents for several years. И Kwon Jinim находился в состоянии такой внутренней борьбы по поводу отношений с истинными родителями и находился в таком определенном отдалении от них. And Kwon Jinim struggled in his blessing for a long time. И Kwon Jinim тоже боролся очень по поводу своего собственного благословения. He was pursuing an acting career, and he did have small roles in several films. Он стремился добиться карьерного роста и исполнял такие эпизодические роли в некоторых фильмах. Just to make a long story short, чтобы вкратце рассказать, father spoke to him strongly and asked him to make effort and to be part of the family and to heal his marriage. And he's been making serious effort, and I see him with his wife all the time now. Истинный отец с ним очень серьезно поговорил и попросил его стать частью семьи и решить проблемы в своем благословении. И в последнее время я вижу Kwon Jinim, что он прикладывает такие очень искренние, серьезные усилия, и в последнее время я вижу его вместе со своей женой. Injinim encouraged him to get more involved and has been spent a lot of time, invited him to come to the East Coast, and they've spent a lot of time with him. И Инджиним много времени с ним проводит, часто просит его быть более вовлеченным в деятельность и приглашает его на восточное побережье. This is totally Rev.Schanker. Okay, this is my view. And if I've given you the impression that I'm like really close to True Family or that I am the person who knows all these things, I'm really not. I'm really not. I'm really trying to share with you, but I don't know. I'm not really qualified. Хочу оговориться, что я вам рассказываю, скажем так, представление Филиппа Шенкера. Это не значит, что я так близок к истинной семье, и я там знаю все полностью в истинной семье. Это совсем не так. Просто хочу, чтобы вы поделиться своими мыслями. My observation is that Kwon Jinim is now trying to re-engage, but he's in a kind of a position of still woundedness and immaturity, like some other True Family that are coming back. Мое понимание такое, что Kwon Jinim сейчас находится в процессе воссоединения, но до сих пор
у него есть глубокие раны, которые еще не залечены, и до сих пор он еще не зрелый. So he wants a role, he wants to do more, and he's angry that he's not being given more, but he doesn't really understand what it means yet. He's got to learn. Он хочет позицию, хочет играть такую важную роль и не понимает, почему у него до сих пор этого нет. Но, с другой стороны, он, я так думаю, что еще до конца не понимает, что значит занимать вот ключевую позицию, что значит играть важную роль. After my wife passed away, I got called to Hawaii, and I had some private time with true parents. После того, как моя жена перешла в духовный мир, меня позвали на Гавайи, и у меня была возможность провести вот время с истинными родителями. And Father spoke so deeply, trying to comfort and encourage me. И истинный отец говорил очень глубоко, попытался меня утешить и вдохновить. And he said, everything that I've ever loved was taken from me. Отец говорит, все, что я любил, было взято у меня забрали. And everyone I ever loved seemed to be taken from me. И кого я любил, тех, похоже, тоже забрали. And he said, even the people that love me seem to be the ones who sacrificed the most. И те люди, которые любили меня, похоже, сами стали жертвой. And he mentioned people in his family, and he mentioned some members who already passed away. И он упомянул членов своей семьи, упомянул членов, которые уже перешли в духовный мир. And how much they loved him. Насколько они любили его. And he said, Heshik, my wife, she loved me very much. И он сказал, Хешик, так зовут мою жену, любила истинного отца очень сильно. And Father said, you love me too. Ты тоже меня любишь. And he said, your children love their parents, so they're suffering right now because they lost their mother. И твои дети любят родителей, поэтому они тоже сейчас страдают, потому что они потеряли свою мать. Because they don't yet understand true parents. Потому что они до сих пор еще не понимают истинных родителей. If they did, it would be easier for them. Если бы они понимали, то тогда для них было бы легче. And he said, it's just like my children. Look at them. Они вот прям как мои дети. Вот просто посмотри на них. They struggled much and could not understand me at all. Они очень много прошли через огромную борьбу и совершенно не могли меня понять. But you watch, one by one, watch them. They're figuring out who they are and finding their way. Но посмотри на них, на одного, вот один за другим. Они осознают, кто они есть, и поднимаются. Я хотел спросить про Кукджинима, потому что, следуя этой логике, он стоит на позиции брата, который может быть принесен в жертву. То есть есть ли такая вот опасность, что он может как-то вот физически пострадать или может даже уйти в духовный мир, например, или что-то в этом роде? Question is about Kukjinim. Following this logic, he stands on the position of the second son, so it might be taken away to the spirit world. Is there any danger of this? Kukjinim prepared a will. He mentioned that he's ready to die. He believes that that may happen if they can't accomplish this. He's already prepared for that. Кукджиним уже написал завещание и сказал, что он готов перейти в духовный мир, если не получится одержать победы. То есть он к этому уже готов. Kukjinim, as tough a person as he is very simple. He's just loyal to Father. И Кукджиним очень жесткий человек, но с другой стороны он очень простой. Он очень предан истинному отцу. As I mentioned yesterday, when Hyunjinim was in the central role, his number one supporter was Kukjinim. Как я уже говорил, когда Hyunjinim, третий сын, был на позиции номер один, Кукджиним был его самым преданным помощником. And the reason he's supporting Hyunjinim is not out of any personal desire, but Father asked him to, told him exactly what he should do. И причина, почему он поддерживает Hyunjinim, младшего сына, заключается единственно в том, что истинный отец попросил его это сделать, а не из-за каких-то личных симпатий. All right. I hope that through this, you and I, in our hearts, can attend true family with a more pure mind toward them. Я надеюсь, что вот благодаря вот тому, что сейчас происходит, мы можем служить истинным родителям, истинной семье с более чистым сердцем. The reason that true parents, one meaning of all the blessed couples, 36, 72, 124, etc., is to protect true family.
одно из значений благословенных семей, вот 36 пар, 72, 124, вот у всех остальных групп, заключается в том, чтобы мы могли защитить истинных родителей. It's not your fault, and God is not the source of guilt. God doesn't want you to feel guilty. That never comes from God. И это не ваша вина, и Бог никогда не хочет, чтобы вы чувствовали себя виноватыми, и Бог не является источником вот, обвинений. But let's try to carry true family and true parents in our heart. Let's try not to judge so shallowly as we have in the past. И поэтому давайте будем в сердце хранить истинных родителей, истинную семью, и не судить поверхностно о том, что происходит в истинной семье. And let's try by building Chanilguk in our own hearts and minds, our marriages, and coming together as a community, let's create the best support for true parents. И давайте, создавая Чонульгук внутри себя, в своих семьях, в своем сообществе, соединяясь, строя более тесные, близкие отношения в своем сообществе, давайте станем такой защитой и поддержкой для истинных родителей. You can't control the Russian government. You can't make Russia become Chanilguk, but there's a part of building Chanilguk that is totally in your control. Вы не можете управлять российским правительством и не можете вот так вот сразу построить Чонульгук в России. Это не подвластно вам, но вы можете управлять своей жизнью, и это полностью ваша ответственность. And Father is clear that the conditions you and I make in our lives is what will change Russia first. И Отец предельно ясен, что те условия, которые вы создаете, мы, вот вы и я, мы создадим в своей жизни, изменят Россию. You are Father's family. Вы опора истинного Отца. Whatever you've been through or whatever you feel, when true parents put their arms out like this and they prayed over your blessed couple, they said to God, we're responsible for these as our children forever, forever. Поэтому, что бы вы ни сделали, как бы вы себя ни чувствовали, но когда истинный Отец и истинная Мама вот так вот, вознеся руки, молились над вами, давая вам благословение, они провозгласили перед Богом, что они навечно взяли за всех вас ответственность. There's nothing you could do that would ever make father or mother renounce that bond that they feel with you. Нету ничего такого, чтобы вы или я могли бы сделать, чтобы уничтожила вот эту связь, которая связь, которая есть у истинного Отца с вами, и уничтожила бы вот эти чувства, которые есть у истинного Отца и у истинной Матери по отношению к вам. And true children feel that commitment to you and especially to your sons and daughters. И истинные дети имеют такое же вот посвящение по отношению к вам, и в особенности по отношению к вашим сыновьям и дочерям. I know that from personal experience with Injinim. Я это знаю из личного опыта общения с Инджиним, Hyungjinim, с Хёнджинимом and Hyunjinim. и Хёнджинимом. How they feel connected to blessed families and to blessed children. Какую связь они чувствуют с благословенными семьями и с благословенными детьми. Please join my prayer. Давайте помолимся. Beloved Heavenly Father, we are unable to truly understand the meaning of your unconditional love. When Adam and Eve, when our first ancestors betrayed you, they couldn't face you after that. They ran and hid themselves because they couldn't imagine that you could ever forgive them. Because they had never experienced unconditional love and had no idea of your capacity to love. They judged themselves first. They accused themselves as being unworthy. And they were hopeless, thinking you could never accept them again. Father told us our conscience is closer to us than even you, Heavenly Father. And we don't see ourselves from God's point of view. We don't understand how true parents see us, how they've lived, why they've invested, what they've been through. And from our small minds and limited hearts and narrow points of view,
we try to understand or evaluate or even judge true parents, true children. Through the time we've spent together, I deeply pray that we can become a more true and solid and faithful body of sons and daughters, members of the extended family of true parents, blessed central families, and understand who we are. We fret and we worry over so many external things without understanding our internal responsibility. Father, in spite of me, in spite of my limitations, you have been speaking to everyone. You have things to say that I didn't even prepare and didn't understand because you want to embrace the Russian family. You want to embrace these brothers and sisters. You want to heal every heart, inspire every blessed member, protect every blessed child. Your unconditional love that we felt in the beginning, that we found in true parents, that we received from elder brothers and sisters, is just as real and true as it ever was. And I pray that we can begin this year of 2012 with a new heart and a new determination and a new gratitude because of the love that we could experience and the truth we could understand through gathering together. Guide us from beginning to end. I report and lift up this workshop to you in the name of every blessed central family represented here. And I report in the name of the Schanker family, a blessed central family. Adieu. Дорогие братья и сестры, давайте поблагодарим Рева.Шенкера.